Всем привет-привет! С гордостью вам презентую медовик. Медовик по-домашнему. Быстро, легко и очень вкусно. Порадуйте себя и своих близких. Буду рада за лайк и подписочку. Приятного просмотра! Итак, для самого вкусного, нежного, потрясающего медовика нам сегодня понадобится сметана, 2 яйца, мука, сахарная пудра, также сода. Здесь у меня в кастрюльке уже сливочное масло, мед, сахар и щепотка соли. Точное количество всех ингредиентов вы найдете в описании под видео. Ну что, ребятки, я в предвкушении. Надеюсь, вы тоже. Поехали готовить! Ставим на плиту наш замес. И сейчас мы будем все это растапливать. Пусть это все растопится, сливочное масло, сахар, а также у меня мед сегодня не в жидком виде, а вот такой он у меня твердый. Ставьте огонь не сильно большой, будем растапливать все это наше богатство на медленном огне. Так, как видите, у нас процесс пошел. Мы никуда не отходим, все время помешиваем. Все должно раствориться. Если у вас где-то не растворится до конца сахар, это не так важно. Главное растворить мед, если он у нас твердый, у вас тверденький, такой же, как у меня, и сливочное масло. Продолжаем все растапливать. Так, масло у нас растопилось. Снимаем наш замес с огня и добавляем 1 чайную ложку соды без горки. Вот столечко. Все перемешиваем. Если у вас соды нету, можете добавить разрыхлитель. Но лучше сода. Все перемешиваем до тех пор, пока полностью сода не растворится. Как видите, наша масса начинает немножечко увеличиваться. Так должно быть. Сода полностью растворилась, масса наша увеличилась в объеме. Посмотрите, пожалуйста, она поменяла цвет. Теперь оставляем ее в покое хотя бы на минутки 4-5. Пусть масса немножечко остынет. Масса у нас остыла. Я ее перелью в другую мисочку, в которой мне будет мешать тесто более удобно. Если вы хотите, вы можете мешать прямо в кастрюльке. Но я все-таки перелью. Так. Масса у нас слегка остыла. Добавляем туда 2 яйца. Перемешиваем. Обязательно предварительно остудите массу, чтобы наши яйца не сварились. И все тщательно перемешаем. Перемешали наши яйца. Очень тщательно перемешали. Так, теперь постепенно будем добавлять просеянную муку. Муку добавляем постепенно. У всех мука разная. У вас может уйти плюс-минус, либо немножечко больше, либо немножечко меньше муки. Но я все-таки дам 470 грамм муки. И в описании под видео я тоже напишу 470 грамм муки, так как я всегда готовлю так, и моя мука подходит вот по таким вот параметрам, скажем так. Так, добавляем постепенно, перемешиваем. Муку обязательно просеять. Старайтесь без комочков.
у меня примерно выйдет 3 подхода муки. Когда вам становится уже тяжело мешать все ложкой, даже такой большой, как у меня, откладываем ложку в сторону и начинаем мешать руками. Смотрим. У вас должен получиться нежный, мягкий комочек теста, не липнет к рукам совершенно. Вот так. Это очень потрясающий комочек теста. Я вас уверяю, коржи будут просто изумительные. Так, ну что мы делаем дальше? Теперь наш восхитительный комочек радости будем стараться разделить на 12 частей. Это примерно 75 грамм на один кусочек. Вот, это будет первый коржик. Дальше обязательно тарелочку накройте чем-нибудь наши коржики, чтобы они не заветривались. У меня примерно как-то так выглядит. Так, у меня сегодня вышло 10 таких вот шариков, это 10 наших коржей. Теперь берем пергамент и нарезаем наш пергамент и будем раскатывать наши коржики. И уже на этом этапе можем ставить разогреваться духовку на 180 градусов. Когда будем выпекать наши коржики, духовка должна быть горячей. Расстелили пергамент. Присыпаем немножечко мукой, совсем капелюшечку, кладем наш кусочек теста и будем раскатывать. Раскатали наш коржик. Теперь я прикладываю тарелку на коржик, надавливаю. Так. Снимаем тарелочку. Так, теперь эти края немножечко вот так вот отодвинем от самого нашего основного кружка. Мы потом это все перемолим, и у нас получится стружка. Сам коржик прокалываем вилочкой. Отправляем в духовку примерно на минут 5-7. Никуда не уходите. Смотрите за вашим коржиком. Коржики запекаются очень быстро. Отправляем первый красавчик в духовку. У нас запекается коржик, будем раскатывать второй. В итоге я решила сделать 2 тортика, поэтому у меня получится по 5 коржей на 1 тортик. Но вы, конечно, можете все эти коржи применить в 1 тортик, и у вас получится 10 коржей. Итак, раскатываем второй коржик. Коржики у нас получаются очень податливые, очень легко раскатываются. Тесто получается ароматным. Старайтесь выбрать вкусный, а лучше всего натуральный мед. У меня сегодня именно такой. В настоящем медовике полагаются 12 коржей. Я знаю об этом, но в сегодняшнем моем медовике будет только 5. Так как я делаю 2 медовика, и у меня получилось 10 коржей, то выйдет в каждом тортике по 5 коржей. Но я уверяю вас,
это будет не менее вкусно. Просто тортик будет чуточку меньше, не таким высоким, как с 12 коржами. Если где-то тесто начинает липнуть к скалке, просто немножечко, слегка, совсем чуть-чуть перепылите мукой. Итак, у меня испеклись все коржики. Ребятки, посмотрите, какая прелесть. Вот это вот стружка. Это у нас остались вот эти вот остаточки. Мы их не выбрасываем. Они остынут, еще все тепленькое. Мы их измельчим. Это будет посыпка на наш тортик. А также посмотрите на эти восхитительные коржи. О, боги, как они пахнут. Коржики еще теплые. Вы посмотрите, как он гнется. Какая это прелесть. Это просто мягусенький коржик. Он восхитительный. Он очень вкусно пахнет. Посмотрите, какой он эластичный, так как он теплый. Теперь оставляем наш будущий тортик, наши коржики в покое. Пускай коржи полностью остынут. Пока у нас остывают коржи, мы займемся кремом. Итак, я отправляю в нашу миску сметану и сахарную пудру. А также я добавлю немножечко сливок. Но вы можете этого не делать. Достаточно будет просто сметаны и сливок. И перемешивать мы будем все миксером. Сразу же отправляю сахарную пудру. Взбиваем. Итак, начинаем сборку нашего тортика. Наши коржи полностью остыли. Затем я измельчила вот эту вот нашу крошку, которая у нас оставалась. Получилась вот такая вот божественная крошка. Крем. Крем тоже полностью готов. Он получается вот такой воздушный. Сметана, сахарная пудра, и я добавила немножечко сливок. Собираем тортик. На дно кладем немножечко крема. Распределяем немножечко вот так. Кладем наш первый коржик на серединку. Прижимаем. Теперь очередь крема. Крема не жалейте. Крема должно быть много. Медовик любит много крема. Размазываем. Так. Как пахнут коржи. Ребятки, это просто, я не знаю, очень вкусно пахнут коржи. Есть. Теперь чередуем. Слой коржик, потом крем, коржик и крем. Края тоже обязательно смазываем кремом. Очень тщательно. Везде должно быть много крема. Так. Верхушечку обязательно.
красота. Это будет очень вкусный тортик. Теперь тортик посыпаем нашей крошкой. Обильненько посыпаем. И бока в том числе. Итак, тортик отправляем в холодильник минимум на 5 часов, а лучше на ночь. Пускай пропитается как следует. Смотрим, ребят, у нас тортик провел в холодильнике 4 часа. Лучше, конечно, если вы его оставите на ночь. Но я не могу сдержаться, я хочу попробовать. Смотрим. Какой он у нас красивый получился, ребята. Посмотрите, какой симпатичный кусочек. Перекладываем в тарелочку. Ну что, дегустируем? Пробуем. Дайте тортику настояться. Пусть настаивается всю ночь. Все-таки 3 часа это мало. Но он очень вкусный. Очень вкусный. Спасибо, что в этом ролике были со мной. Обязательно приготовьте такой вот вкусненький медовик. От души желаю вам вкусных десертов. Увидимся с вами совсем скоро. Уже завтра. Всем пока.